Всем привет, с вами Руслан на связи, и сегодня у нас наконец-то позитивные, хорошие новости, хорошая новостная повестка. Ребята, Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту людям, спасающимся от российской агрессии против Украины до марта 2026 года. То есть, если Еврокомиссия это одобрит, это подпишет, то в том числе и Ирландия обязана будет это выполнять. То есть все члены Евросоюза, все страны Евросоюза будут обязаны принять это предложение Еврокомиссии, да, это официальный сайт Еврокомиссии, это официальный пресс-релиз, мы сейчас его обсудим, то есть эмоции переполняют, это отличные новости для всех украинцев, для всех украинских беженцев, которые находятся сейчас в Европе. Перед тем, как продолжим обсуждать эту очаровательную, крутую новость, да, которая дает какую-то надежду на то, что мы сможем остаться все еще в Европе, да, попрошу каждого, ребята, подписаться на канал обязательно. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Также распространите это видео максимально, потому что новость очень позитивная. Отправьте своим близким, родным, чтобы они понимали, что Евросоюз и Ирландия в том числе может всех оставить еще, да, дать временную защиту до марта 26 года. Это очень важно. Я думаю, многие люди еще хотят выехать, приехать, чтобы они понимали и знали, что все-таки светлое будущее, какие-то позитивные, да, новости еще есть. Так что, если вам не трудно, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Для меня это очень важно для развития канала. Также я хотел бы сказать всем спасибо, тем, кто подписывается, потому что у нас уже 5000 подписчиков. Это просто для меня сумасшедшая цифра. Я не ожидал, что будет такой огромный отклик. Также, если кто-то уважает то, что я делаю, и вам это нравится, вы можете стать спонсором. Для спонсоров я буду записывать эксклюзивные ролики, делать эксклюзивный контент, который будет доступен только тем, кто будет оформлять спонсорство, то есть платную подписку. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе. Есть такой специальный проект, сайт, да, Buy Me a Coffee, то есть угости меня чашечкой кофе. Вы можете меня угостить чашечкой кофе, либо холодной пинтой разливного Гиннесса, то есть даже второе мне по душе больше. Так что вот переходите по QR-коду, да, и вы сможете меня угостить. Всем спасибо за любое из этих действий. А мы продолжаем. Наконец-то в темном туннеле начинаются какие-то, да, лучи солнечные пробиваются, то есть и за какой большой период времени наконец-то что-то позитивное. То есть смотрите, сразу скажем по времени, ребята, я записываю это видео в среду 12 июня. Смотрите, комиссия предоставит это предложение министрам на заседании Совета юстиции и внутренних дел 13 июня 2024 года. То есть завтра, ребята, затем Совет должен официально принять это предложение. То есть априори уже говорят, что должны принять. А почему? Потому что, ребята, я уже говорил, да, что продлить защиту должны обратно все проголосовать. Но смотрите, в начале, когда началась война, все проголосовали за предоставление украинским беженцам временной защиты. Теперь смотрите, здесь есть пункт, вот он, 4.2. Правовой основой для продолжения является статья 4.2 директивы о временной защите, которая предусматривает, что если причины для временной защиты сохраняются, как вы знаете, война еще не закончилась, к концу и края этой ужасной войне пока есть нету. Совет по предложению комиссии может продлить временную защиту на срок до 1 года. Все. То есть, как я и говорил, что в 25 году заканчивается, в общем, такая лайтовая защита, да, а потом будет какой-то переходной период. Вот он, возможно, этот переходной период, он будет, то есть, его продлят, эту защиту, да, еще на год. И как раз в статьях уже писалось о том, что Еврокомиссия пока не понимает, как такое количество беженцев, то есть, а сейчас временную защиту взяли в Европе 4 миллиона 200 тысяч человек, то есть, ну, украинцев, да, как этих людей правильно потом интегрировать после временной защиты. Как? Наши неприятели, да, наши вот эти все бравые пропагандисты, которые там сидят только и потирают ручки и мечтают о том, чтобы всех украинцев отправили домой и так далее. Такого не будет, вы понимаете? По законам того же Евросоюза, чтобы убийцу, да, депортировать в другую страну, например, он убил человека или сделал какое-то жесткое преступление в стране,
которая не входит в Евросоюз. Потом въехал каким-то способом в Евросоюз, и потом та страна узнала об этом, да, где он совершил эти преступления, и начала процесс, да, отправила документы, подтверждение о том, что он виновен, его нужно депортировать. Вы понимаете, что убийцу преступника, чтобы депортировать с Евросоюза, с демократической страны, могут затянуться эти все процессы годами, вы понимаете, годами, чтобы человека, потому что может апелляцию подавать, может податься на убежище, что его преследуют, там просто целый мир. А многие дурачки, которые не понимают, что 5 плюс 5 это 10, они говорят, нет, это 20, что невозможно 4,2 миллиона одним щелчком пальцев просто, вот так сказать, все, домой. Нет, такого не будет. Вот почему Еврокомиссия хочет продлить еще на год, то есть это уже будет продление до 4 марта 2026 года. Пока официально это неизвестно. Завтра, возможно, мы уже все это узнаем, что все подтверждено, и Еврокомиссия, да, одобрит все эти процессы, и защита будет продлена. Но пока это только вот пресс-релиз официально, да, Еврокомиссии. Я оставлю это в описании, чтобы вы могли на этот источник опираться, чтобы не говорили, что это какие-то там слухи, какая-то там утка, там какой-то непонятный сайт или какая-то непонятная, да, пресса. Нет, это все официально, все как полагается. Я не договорил о том, что Еврокомиссия просто, да, и в общем Евросоюз не знает, как интегрировать такое количество людей, какой им дать статус, это раз, и два, как отправить, да, домой тех, кто хочет, то есть каким механизмом это все делать. Одно я знаю, что неважно, продлят его до 26 года, там еще как-то до какого-то, да, может еще какой-то будет переходной период. Я знаю одно, что таких шикарных условий, таких шикарных бенефитов и такого шикарного, да, приема, как было в 22 году, когда принимали украинцев, да, когда только началась эта мясорубка, это беспощадная агрессивная война со стороны России по отношению к Украине, да, такого, конечно, уже такого лайта, такого релакса, такого принятия людей уже не будет, конечно. И если продлят, дай бог, я, конечно, этого очень сильно хочу, потому что я хочу, чтобы моя семья, мой сын, он жил в позитивном обществе, чтобы не летали ракеты, чтобы он жил, не проживал, чтобы он развивался. И мне важна жизнь так само моей жены, моя, в общем, моей семьи, да. Я хочу жить, как и многие. Так что я считаю, что это верное решение, но обратно же все мы, украинские беженцы, которые здесь, мы должны тоже что-то делать для того, чтобы здесь остаться, чтобы здесь зацепиться, чтобы показывать образ правильных людей, которые стремятся к чему-то, да. То есть, если, конечно, все будут только ждать с протянутой рукой, что им все должны, то, конечно, так это уже работать не будет. И после 5 марта 2025 года я уверен на 99%, я, конечно, не буду утверждать, потому что я не являюсь каким-то официальным, да, источником, но, поверьте, все преференции, да, все бонусы будут максимально срезаны, и людей просто оставят, да, и это будет как естественный отбор по факту, то есть кто сможет найти работу, жилье, интегрироваться, обеспечивать себя самого, тот, конечно же, и останется, потому что такого человека, зачем его выгонять? Еще есть такая новость, да, о том, что Шольц, вдумайтесь, позволил, одобрил то, что сейчас подпишет, походу, этот закон или там какой-то, не знаю, какую-то бумажку, да, о том, что он позволяет, он согласен с тем, что нужно депортировать сирийцев и афганцев, да, тех, кто живут в Афганистане. И мне интересно было, думаю, что прям всех, как оказалось, они хотят позволить депортировать тех, кто нарушил очень жестко закон в Германии, либо был причастен даже косвенно к терроризму. Вы вдумайтесь, они только сейчас додумались отправить вот этих всех маргиналов просто, которые нарушали закон уже много раз, которые рецидивисты уже, сирийцы и афганцы. То есть они до тех пор они их содержали, выпускали обратно. То есть до такой степени в Европе все толерантно, что уже переходит границы, понимаете? А вы говорите, многие наши доброжелатели в кавычках говорят, вот украинцы. А украинцы это вот именно, тут и написано, что они дают, как говорится, хороший фонд, да, что и налоги платят, и интегрируются лучше, чем остальные. То есть в этой статье все это указано. Все говорится о том, что украинцы, в большей своей массе делают больше позитива, чем негатива.
Ну, то есть они должны грубо говоря, до конца защиты как-то себя интегрировать максимально. И сами европейцы, да, понимают, что мы тоже есть Европа, Украина, нам легче интегрироваться, мы с ними похожи, да. То есть мы ментально с ними на одной волне, можно сказать так. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу этой новости. Позитивная она, либо нет. Нужно продлевать, не нужно. То есть я читаю, выслушаю различные мнения. Мое мнение, конечно, это позитивное. Ну, сейчас, да, ощущение этого, если это примут, это будет реализовано, то это отличные новости для всех тех, кто находится сейчас в Европе, кто сейчас живет, не выживает, не проживает, а в прямом смысле живет. Это отличные новости, потому что каждый человек достоин жить нормально, позитивно, да, в нормальных условиях. То есть, когда летают ракеты, когда нету света, это вообще абсолютно другая жизнь. Напишите в комментариях, как вы считаете, продлят ли эту защиту до 4 марта 2026 года. Напишите, на каких, как вы думаете, условиях, то есть будет все больше зажимать, сжимать кольцо, то есть забирать все бенефиты, да, там бесплатное жилье и так далее, и на вольные хлеба, либо наоборот, там будут какие-то преференции, дополнительные программы и так далее, то есть интересно всегда почитать мнение других людей, да, даже если это негатив какой-то. Каждый вправе высказывать то, что он думает о той или иной ситуации. Мое личное мнение о том, что, наверное, продлят 99%, но продлят уже и каждая страна будет сама решать, на каких условиях, как кого оставлять. Ясное дело, что Ирландия дает всем своим видам о том, что сужаться будет максимально помощь украинским беженцам в Ирландии, но она пока принимает украинских беженцев, максимально, думаю, украинских беженцев приравняет к международным беженцам, и там уже вы знаете сами, какие там условия, абсолютно другие вообще программы, абсолютно другие выплаты, абсолютно другое жилье, то есть там абсолютно другие реалии для украинских беженцев. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, эта новость кому-то тоже принесла позитивные какие-то эмоции, улыбку, да, потому что все мы сможем еще подольше остаться в этой прекрасной стране под названием Ирландия, потому что Ирландия сделала, я считаю, очень много и делает для украинских беженцев. Мне кажется, она сделала одна из самых доброжелательных и позитивных, и просто самая большая такая вот активная помощь была сделана, мне кажется, Ирландии, потому что Ирландия такая маленькая страна, но с таким сильным характером, и она так крепко, так хорошо помогала, да, да и сейчас помогает, но всему, конечно, когда-то придет конец, и всем нам придется, ну, лично мы, моя семья живут и сейчас, мы живем за свой счет, ну, всем вам, тем, кто живет в бесплатном жилье, тех, кто там получает социальные выплаты, все-таки в будущем вам придется как-то себя реализовать тут самим и оплачивать и жить за свой счет. Всем спасибо за внимание. Всегда на связи.